Здравствуйте, уважаемая аудитория. Здравствуйте, уважаемый Мурат Рина. Здравствуйте, Айсулу. Я всех приветствую. Всем мира и добра. В общем, мы сегодня продолжаем серию бесед на тему тайны тибетских мастеров. Мурат. Давайте продолжим. Как раз мы подошли к очень интересному эпизоду. То есть момент такой там сейчас. До этого автор книги описывал очень много разных чудес, которым он был свидетель, да, описал очень много разных, и об этом я уже рассказывал. Вот. А этот эпизод интересен тем, что впервые они, ученые эти из Америки, они испытали чудеса на себе непосредственно. И это вот впервые с ними произошло. Поэтому, я думаю, этот эпизод интересен. Именно что они чувствовали, как они вообще это перенесли это дело, да, можно сказать. Вот. А дело было так. Значит, они находились вот в том месте, я уже раз описывал, это такой монастырь, где они изучали старинные пластины, где была хроника записана. Этот монастырь находится в горе, то есть такая гора, и внутри горы там пещеры, и в этих пещерах, значит, находится монастырь. Причем попасть в этот монастырь можно было только по такой канатной лестнице, которая спускалась сверху, и только по ней можно было, значит, надо было залазить по этой лестнице, и потом оказывался человек внутри, и внутри там, значит, уже несколько этажей и так далее. В общем, интересное такое сооружение, труднодоступное. А рядом была деревня, где они, в принципе, жили. Поэтому они каждый день ходили в этот монастырь, изучали эти пластины. И вот однажды, это было 31 декабря, то есть в канун. Они, как всегда, сидели, изучали эти пластины. Пришел один монах и говорит: вас приглашают вниз, там вас ждут. Говорит, мы пришли вниз, и вдруг видим, там нас ожидал Иисус Христос вместе с Эмилем. То есть Эмиль — это тот мудрец, который с самого начала их сопровождал. И еще пару человек. Вот, мы, естественно, говорит, очень обрадовались такой встрече. Вот. Поприветствовали, сели. Ну и Иисус, значит, произнес такую небольшую речь, в которой он, в принципе, объяснял, как пользоваться космической энергией. Например, как там вот происходит материализация и так далее. В одной из бесед я достаточно подробно рассказывал, как делается материализация со слов Эмиля, вот этого мудреца, который там тоже присутствует. Вот. И Иисус, в принципе, говорит то же самое, но как бы немножко с другой перспективы. Такой взгляд, такой немножко с другого, то есть другой угол зрения. Да? В принципе, то же самое он описывает, что Эмиль рассказывал, но немножко по-другому все это, с другого ракурса, вот так можно сказать. И, значит, Иисус говорит так, что все космическое пространство – это не пустота, она заполнена энергией. Да? А также частичками
того, из чего состоит материя. То есть вся материя, все вот на нашей планете, все это, все эти частички тоже находятся в космическом пространстве. Мгм. И чтобы что-то материализовать, для этого нужно, прежде всего, четкое представление, что человек хочет материализовать. То есть как бы визуализация такая внутренняя, да, он четко знает, что он хочет. Высылает эту мысль в пространство, наполняет эту мысль духовной энергией, и все. И происходит материализация. И что интересно, Иисус добавляет, вы знаете, все это достаточно просто. Для этого не надо, нет необходимости очень долго медитировать или тренироваться годами, чтобы все это уметь. На самом деле, он говорит, все гораздо проще. Это, говорит, можно этому научиться достаточно быстро. Для этого что нужно? Он говорит, две вещи нужны. Первое. Знание. Надо знать, как все устроено. И второе. Вера. То есть верить в это все. Что это все может произойти. Вот именно так, как мы хотим. Эта вера, она должна опираться на том, что вот люди себе представляют, что вот есть Бог, и вот Бог где-то там, в небесах. Он говорит, Бог находится в вас, в каждом человеке. Вот это надо понять. И не надо искать Бога где-то в небесах, а ищите Бога в себе. И вот Красиво. да, когда вы в себе обнаружите Бога, дайте ему возможность, чтобы он мог себя проявлять. Вот и все. Ведь даже в книгах обо мне, Иисус говорит, написано, что я говорил, что все эти чудеса, которые, значит, он совершал, это не я делаю, это делает мой Отец. А я только выполняю его волю. И он говорит, вот это правда, это, говорит, не я совершаю, вот не я как личность Иисус, а просто я в себе открываю божественный. То есть в душе славю мысль, которую надо исполнить, наполняю ее своей духовной энергией и дальше выполнить это. Одним словом, он еще это более уточнил. Вы понимаете, говорит, космическая энергия вибрирует. И ваша задача почувствовать эту вибрацию и подключиться к ней. И тогда у вас будет связь
с космической энергией. И после этого вы сможете совершать чудеса. И добавляет Иисус, я также говорил о том, что вы сможете делать то же самое, что и я, и даже больше, чем я. Поэтому вы просто должны верить в то, что это возможно, что вы это можете сделать, что в вас, в каждом из вас есть божественное начало. Просто в это надо поверить, глубоко поверить. Не поверхностно, а очень глубоко поверить, почувствовать вот эту. И вот когда вы почувствуете в себе, увидите вот эту божественность, вот тогда пробуйте контакт с космической энергией, вот именно через свой внутренний канал, соединиться. И вот тогда, когда у вас будет связь с космической энергией, вы это почувствуете, тогда с вами произойдет метаморфоза. Именно это слово употребил Иисус. Произойдет метаморфоза. То есть вы изменитесь. Вы вдруг почувствуете действительно, что в ваших силах вы можете делать много чего. Вот так, вот, да. Вы сами пробовали? Ну, я все время этим занимаюсь. Прям материализовать что-то? Не, материализации я еще до этого не дошел, но, так сказать, все время нахожусь на этом пути. Понятно. Целью что-то материализовать, Угу. а у меня все время были другие цели. То есть это где-то у меня есть в подсознании, да, когда-нибудь может быть это, но специально я никогда не ставил себе целью чего-то материализовать. Потому что у меня все время были какие-то другие цели насущные, которые вот мне сейчас надо сделать. Угу. Сейчас, которую я хочу достигнуть. И, как правило, это немножко другие цели. Поэтому, то есть для меня материализация никогда не была чем-то таким первостепенным, и то, чего вот именно вот этого я хочу научиться. Да? Вот. И я так думаю, может быть, если бы для меня это было чем-то важным, возможно, я бы приступил бы к этому более активно и так далее. А так, в принципе, где-то у меня это в подсознании есть, и больше я к этому отношусь. Ну, может быть, когда-нибудь само автоматически получится. И так я другими вещами занимаюсь, которые близко к этому. И так все равно все движется в одном направлении. Просто какие-то вещи, которые мне сейчас более нужны, более важны и насущны. Вот. Так что вот так вот Иисус это все объяснил достаточно коротко и достаточно ясно. И потом вот произошло такое, вот он как бы, вот он им сказал, произойдет с вами метаморфоза и так далее, и так далее. Да? И потом, может быть, чтобы подкрепить свои слова, он решил это продемонстрировать, ничего им не говоря. Так, как бы тоже немножко подшутил над ними, да, можно сказать. Такая шуточка. То есть, что он сделал? Говорит, вот Иисус закончил свою речь, и вот та комната, где мы находились, ну, вы знаете, он говорит, я уже много раз описывал, когда Иисус появлялся, всегда свет вокруг него был. Так вот, вот этот свет начал быть все ярче и ярче на наших глазах, говорит. Он становился все ярче, ярче. И мы смотрим, стены
потолок такие как бы становились прозрачными. И вот через, ну, в какое-то мгновение, говорит, прошло, и исчезли. И потолок, и стены. И мы, говорит, находимся в каком-то бесконечном пространстве. И нас всех охватила какая-то благодать, мы чувствовали, ну, счастье внутри, ну, говорит, ощущение было фантастическое. Вот это пространство, говорит, которое не имело ни начала, ни конца, и мы в этом пространстве находимся, и при этом ощущение такой легкости, внутреннего такого наполненного счастья. Вот. И в этот момент Иисус сказал: ну вот наступает Новый год, я вас всех поздравляю. И они исчезли. Вместе с Эмилем и еще там пару сопровождающих людей, они исчезли. И эти ученые, они остались сами в этой комнате. И они сначала даже не поняли, что с ними произошло. Но, говорит, у нас вдруг вот нам захотелось вот общаться друг с другом. Такой прилив энергии, говорит, и мы, вот каждый хотел чего-то сказать, и вот мы общаемся вместе, эти ученые между собой. Разговаривали в течение 3 дней. Без перерыва. При этом, говорит, это не так, что было, мы не заметили. Нет, мы прекрасно осознавали, что да, время идет, и мы понимали, что вот уже 3 января, а мы по-прежнему, значит, находимся в этой комнате, полны сил и энергии, и вот общаемся. И вот это желание у нас как бы не прекращается. И при этом мы чувствуем, то есть абсолютно не чувствуем какой-то усталости. Все. Ну и, наконец, 4 января, значит, кто-то из них сказал: слушайте, ну, надо, наверное, все-таки возвратиться домой, ну, там, где они заквартировались, там, в деревню, там, наверное, уже тоже беспокоиться, как мы исчезли, говорит. И нас нету, наверное, тоже беспокоиться, надо посмотреть и так далее. Ну и, говорит, уже было поздно, вечер, а мы находились на самой, значит, верхней комнате вот этого монастыря. А чтобы, значит, выйти, надо было спуститься на самый нижний этаж. И потом вот там был выход, где вот эта лестница канатная была, и по ней спуститься. Ну, говорит, мы смотрим, значит, на улице темно, все. Ну, естественно, там никакого электричества нету, комнаты темные, надо же как-то пройти вот эти несколько этажей в полной темноте, а никого нету, говорит. Мы столько сидели там, нас покинули, и мы вот одни общались, никого нету рядом, проводника тоже нету. Ну и вот кто-то говорит: слушай, а как мы спустимся? Света нет, и тогда в потемках как мы найдем вообще этот выход и так далее. Ну, один ученый говорит: ну, Иисус сказал же нам, надо верить. Верить в себя и вообще. Вы что уже, говорит, вот он только недавно, говорит, нам это сказал, а мы уже забыли. Просто, говорит, давайте верить в себя и найдем, говорит, выход, в конце концов. Ну и, говорит, мы пошли, ладно. Все, говорит, хорошо, да, действительно, надо верить в себя. Мы, говорит, пошли. И тут, говорит, мы видим вот это чудо, которое с ними происходит. Мы спускаемся, в какую бы комнату ни спускались, везде свет, значит, свет появлялся.
там, где нас нет, темно. Мы появляемся где-то светло. Говорит, мы спокойно, поэтому нашли выход, спокойно спустились. А это же, значит, январь, месяц, в принципе, зима. Конечно, там не такая зима была, но все-таки холодно. Мы, говорит, пришли в деревню, каждый там по своим квартирам, но потом все тоже рассказывают, каждый заходит в комнату и сразу светло. И тепло. То есть становится и тепло, и светло. Хотя, как бы, печку не топили. Январь. Да. И говорит, вы знаете, вот это продолжалось до конца апреля. Вот сейчас конец апреля. Представьте себе, если бы с вами это произошло в канун Нового года, и вот до сегодняшнего дня вот такое продолжалось. Что вот куда бы вы ни приходите, говорит, мы потом, естественно, каждый день продолжали ходить туда, работать. Мы приходим, везде, куда заходим, свет и тепло. То есть они уже не нуждались в свечках, ничего. Но, говорит, и при этом, говорит, мы мало спали и абсолютно не чувствовали усталость. То есть очень много работали, говорит, и не чувствовали усталость. То есть наш мозг и так далее, наш организм работал на полную катушку. Но, говорит, не было состояния такого усталости и так далее. Наоборот, еще больше хотелось. И вот, и все это, говорит, продолжалось до конца апреля. То есть голода было или тоже пропала надобность в еде? Нет, они ели. Он об этом там ничего не пишет там конкретно. Вот, и просто их, естественно, это удивило, потому что действительно до этого они только наблюдали какие-то там чудеса, а тут с ними это и произошло. Ну, то есть Иисус произнес речь, там хитро улыбнулся и исчез. Оставил их, не предупредив, ничего им не сказав, и вдруг они вот сами, того не подозревая, вдруг видят, обладают этими вещами. То есть произошла с ними метаморфоза, о которой говорил Иисус. Жалко, что только до апреля. Что? Жалко, что только до апреля, говорю. Вы знаете, я думаю, тут дело вот в чем. Это могло бы быть и дальше. Просто Иисус им показал, как это работает. А дальше, сами. Я же вам показал, вы ощутили это на себе. Ну так продолжайте. И я думаю, если бы они продолжили в этом духе, они бы могли вот это открыть себе. Но они как-то об этом не подумали, наверное. То есть, опять-таки, Иисус говорил, ищите в себе. Когда он говорил, ищите в себе Бога, вот это он имел в виду. Не надо куда-то на кого-то смотреть и так далее. Ищите в себе, потому что в вас все находится. Просто он им просто показал, что находится в них. И дальше им надо было самим вот это искать в себе, правильно? И тогда бы это у них осталось. Но они, к сожалению, вот это не очень поняли. Может быть, не задумывались, потому что у них это было, но они подумали, что у них это теперь все на всю жизнь. Кто их знает, да? Вот. Во всяком случае, вот у них это потом, значит, до конца апреля, вот он сказал, это продолжалось, и все это закончилось. Вот, к сожалению, у них закончилось, и они так и не поняли, что с ними произошло, как и что. Единственное, то, что это было реально, это да, если бы это с одним только человеком произошло, а то они все вместе были, и все
так сказать, обладали этим самым. Так что я тут могу дать объяснение такое, что просто Иисус их зарядил вот этой энергией, и они ею пользовались. Мне Вот. тоже так. Ну, в смысле того, что, может быть, даже просто от присутствия Иисуса потом были остаточные явления. Нет, нет, он их зарядил, то есть он настроил. Да? Я могу объяснить это таким образом. Я уже не раз говорил о том, что внутри нас находится 8 энергетических каналов. Мгм. И я также говорил о том, что музыкальная система, она была создана по космическим законам. Мгм. С другой стороны, я могу сказать также, что космические законы созданы по музыкальным правилам. Ну, тут вопрос, что первично. Да, то есть это вот как бы на ум приходит сразу, что первично, курица или яйцо. Да. Вот это приблизительно такой момент. Что было первично, музыка или космические законы? Вот это большой вопрос. Понимаете, почему я так вопрос ставлю? Потому что я как-то тоже объяснял, как вообще Вселенная была сотворена и так далее. Значит, сначала была создана бесконечность, и эта бесконечность была наполнена энергией. То есть Мгм. сначала была просто бесконечность, а потом она наполнилась энергией. А что такое энергия? Энергия, она вибрирует. Вот Иисус об этом тоже говорил, да? Энергия вибрирует. А если энергия вибрирует, все, что вибрирует, имеет звук. Мгм. И мудрецы все всегда подчеркивают, что космическая энергия, она имеет природу очень гармоническую, то есть она вибрирует. То есть все пространство космическое, она гармонически вибрирует. Там же разные эти фреквенции, да, секвенции этих вибраций. И вот они между собой вибрируют гармонично. То есть, можно сказать, вибрации – это звучание, они звучат. И отсюда вопрос. Значит, была сначала музыкальная система, по этой системе было создано космическое пространство, потому что оно вибрирует гармонически. Если бы наше ухо было настроено, мы могли бы услышать, может быть, прекрасную музыку. Просто наше ухо несовершенно, мы этого не слышим. Вот. В этом-то и весь момент, как бы. Музыка же там, где ее слышат. Нет, почему? Просто наше ухо несовершенно. Если бы наше ухо было более совершенным, мы могли бы слушать много чего. Известно же, некоторые животные, некоторые звери слышат гораздо лучше, чем человек. Но это понятно. Да, Просто вот поэтому ухо, оно бывает разное, да. И я к чему это все говорю? К тому, что вот в нас находится 8 энергетических каналов. Мгм. И эти энергетические каналы, я тоже говорил, по музыкальной системе. 7 нот, 8-я это заканчивается, то есть это последняя нота в гамме и первая в следующей октаве, да? Да, 8-я. да. Вот. Ему очень Поэтому, понравилось. да, поэтому можно сказать, значит, из 8 нот созданы наши, то есть наши энергетические каналы, они по этой системе созданы. И теперь я могу даже больше сказать. 8-й канал энергетический, он является константой.
То есть он все время вибрирует одинаково. Он не меняется. В отличие от всех других каналов. Восьмой, он же и первый или нет? Нет. Нет? Ну как это, если в музыкальной системе имеется в виду и в космической системе, да. Восьмой, он как бы последний и первый в следующей октаве. Да? Но мы сейчас говорим о человеке, у нас 8 только каналов, поэтому у нас как бы закрытая система, у нас дальше нет уже, да, у нас 8 каналов. Поэтому у нас 8-й канал, он последний. Я уже как-то объяснял, вот первый канал – это основной канал, жизненный, то есть красный луч, его иногда так, то есть каждый цвета имеет, да? Каждый канал. Вот, первые 3 канала, это вот они как бы основные у человека, и они открыты автоматически. С рождением человека у него открыты 3 канала. Так вы сейчас как про чакровую систему рассказываете? Нет, чакровая система немножко это другое. Хотя она близка к этому, да. Она близка к этому. Чакры, они больше имеются в виду энергетические центры. То есть каждая чакра – это энергетический центр, да? А я говорю о энергетических каналах. Каждый канал, он имеет свою функцию. А вам не трудно будет сейчас вот рассказать про них, а? Пожалуйста. Я уже рассказывал. То есть не раз я уже об этих каналах рассказывал. Сейчас просто повторяю, как бы вот первые 3 канала, они открыты вместе, так сказать, человек родился, у него открыты эти 3 канала. И я все время повторяю, практически в каждой беседе я напоминаю о том, что надо развиваться духовно. Да. Потому что духовное развитие открывает 4-й канал. Ага. Вот. 5-й канал – это голубой канал, значит, 4-й зеленый, 5-й голубой. Он связан с информацией, с космической. То есть он помогает получать информацию. 6-й канал – это, во-первых, 6-й канал дает возможность лечить людей, себя можно лечить, других людей лечить. И вообще это путь уже к таким вот чудесам. Можно делать чудеса, если вот 6-й канал открыт. Вот в чакровой системе это было бы ясновидение. Ну, очень перекликается. Ну, да, ясновидение немножко это другое, это все-таки такое как бы комплексное. Каждый канал, он все-таки такой имеет более узкую специализацию, можно сказать. Ясновидение – это более широкое понятие, а энергетические каналы, они все-таки как бы узкоспециализированы. Вот. 7-й, да, и вот поэтому вот каждый из этих каналов можно развивать. Или они некоторые только частично развиты, некоторые вообще не развиты, некоторые частично развиты, некоторые более развиты. То есть они отсюда, от этого зависит, как вибрирует этот канал. Да, чем больше открыт канал, тем его вибрации более такие интенсивные. Вот. 7-й канал – это уже, значит, мудрость. То есть 7-й канал, он также имеет функцию упорядочения всех остальных каналов. Вот. И 8-й канал, фиолетовый, это константа. Он никогда не изменяется. И 8-й канал... Нет,
8-й канал Нет? – это 8-й канал вибрирует, то есть он как бы показывает истинную сущность человека. То есть этот канал, который вот то, кем данный человек является, это вот 8-й канал показывает. И он никогда не меняется. Он все время, поэтому, то есть сущность человека все время остается та же. От рождения, да, вот, это его сущность. Поэтому это 8-й канал, это вот как бы то, кем есть данная личность. Поэтому вот остальные каналы можно развивать, они будут меняться, то вот 8-й канал никогда не меняется. Он все время звучит одинаково, как бы константа. Вибрации его одинаковые. То есть он вибрирует, а значит он звучит. То есть звук 8-го канала никогда не меняется. При этом у каждого человека, естественно, свой звук. Но этот 8-й канал, он не меняется. К чему я это говорю? К тому, что если наш слух вот был бы гораздо более развит, мы могли бы услышать, как звучит наш 8-й канал истинный. И задача человека заключается в том, чтобы все остальные каналы, 7, они звучали в гармонии с 8-м каналом, с этим истинным тоном. Понимаете? Вот, например, взять вас, да, как пример. У вас 8-й канал звучит на ноту до. Ну, так предположительно скажем, да? Пускай. Вот нота до. Значит, все остальные каналы должны звучать в соответствии, в гармонии с этой нотой. Тогда весь ваш организм будет сбалансирован. Вы живете в гармонии с собой. Опять-таки, я в одной из бесед говорил о том, что вот сейчас время уборки урожая, и будет тотальная уборка урожая, то есть все люди должны пройти через это, да? И будет квалификация, кто остается в 3-м измерении, а кто пройдет в 4-е измерение, да? И главным критерием, чтобы попасть в 4-е измерение, самый главный критерий – это сбалансированность вот этих энергетических каналов. То есть гораздо больше шансов имеет попасть не, скажем, кто-то интеллектуально развитый или начитанный, умный и так далее. Нет. Важно, живет в гармонии с собой. Да, такая сбалансированность внутренняя вот этих каналов, вот это будет иметь решающую роль. Так вот, проблема человека заключается в том, что наш слух не развит, и мы не слышим, как звучат наши энергетические каналы. Вот как-то, не помню, вы меня спрашивали или кто-то меня спрашивал, а вот люди с 6-го измерения посещают нашу Землю или нет? Я сказал, что нет, не посещают. Сейчас вообще никто не посещает, потому что Земля находится на карантине, поэтому инопланетяне не посещают нашу Землю, а тем более люди с 6-го измерения не посещают. И вот если говорить к нашему разговору, я могу сказать, что я думаю,
они не посещают тоже потому, что, не знаю, они, наверное, с ума сошли бы, если бы здесь оказались. От того, как мы звучим? Да, то есть, когда они услышали бы вот эту какофонию, что творится, они бы просто с ума сошли. А мне интересно, Вот, вот вы же музыкант, у вас же да. чуть другое восприятие, чем у обычного человека. А вы можете, допустим, посмотреть на человека и примерно понять его звук? Звук нет, но я сразу определяю энергию человека. И это у меня было с детства. Когда я был маленький, я мог сразу определять энергетическое состояние человека. Я вот посмотрел, и я уже сразу знал, какая энергия, какой энергией обладает человек, какая из него энергия исходит и так далее. Моментально определял. И да, в общем-то, это у меня как бы врожденное, я этому не учился. Сразу могу определить и я чувствую. Сразу вот вижу эту энергию, я чувствую. Но вы же запросто можете эту энергию взять и наложить на звук. Вот поэтому я и говорю, что для меня, в принципе, вот это понятия очень близкие. Почувствовать и услышать. Я не могу сказать, что я слышу, но я могу это понять. Да, это близкие понятия, потому что я чувствую энергию. То есть я как бы ее материально ощущаю, вот эту энергию в каждом человеке, да, и, э, и могу также сказать, что вот так же можно услышать эту энергию. И понимаете, если бы мы слышали, нам было бы гораздо легче настроить свои энергетические каналы, сбалансировать их и иметь вот в балансе, правильно? То есть, и тогда бы без проблем мы могли бы в 4-е измерение каждый попасть. Но проблема заключается в том, что наш слух не развит. Единственное, что нам остается, это вот ощущение. А у нас еще есть зрение, мы еще видим. Да, но зрение вы не увидите энергию. Ну вот если взять, допустим, очень такое вот грубое, вот, допустим, видишь человека приземистого, с лицом, не выражающее ничего хорошего, сразу понимаешь, какая энергия примерно у человека и какой у него звук. Да, но при этом он может быть сбалансированным. Ага, именно сбалансированы на своем энергетическом уровне. Так, да. Этот энергетический уровень не обязательно, как я сказал, должен быть высокий. Важно, чтобы он был сбалансирован. И поэтому я вот говорю, что в 4-е измерение попадут не обязательно интеллектуально развитые люди, а вот именно сбалансированные. Ну Те, да, там вы же еще говорили, что там есть поляризация. да, Угу. вот, и в поляризации, естественно, вот она тоже будет или позитивная, или негативная, да? Потому что в негативной поляризации, там, я говорю, там критерии еще более строгие. Там человек должен быть вот на 95% быть абсолютно вот как бы сбалансированный в негативное. То есть у него все должно быть. Да, нет, я так понимаю, что это особенно не прям негативная характеристика, а просто супер эгоистичный человек. Ну да, имеется в виду, что такое негативно поляризованная личность. Это человек, который служит себе. То есть Да. все, что он делает, это в его собственных интересах. Да? И он может быть глупый, он может быть умный, это не имеет значения. Да, Ну, важно. Да, он думает только вот, что принесет ему для его добра, вот в его понимании, да. да, это же сейчас очень сильно культивировалось в последнее время. Прям культивируются такие моменты, что для себя, Да. подумай прежде всего о себе, о своих интересах. Да, ты заслужишь этого. Да, да, и потом слово «стерва» стало комплиментом. Много что меняется. Ну,
как бы поменялось. Так я тоже об этом в одной из бесед говорил, о том, что идет борьба между позитивным и негативным. Да? И вот сейчас как раз этот пик этой борьбы находится. И, естественно, негативные, они стараются вовсю, и они уже, так сказать, много лет стараются именно, чтобы человек культивировал, то есть они старались каждого человека настроить на негативный, то есть поляризовать человека в негативном, да? А вот как это можно поляризовать? Вот именно, чтобы человек служил себе. Поэтому и везде внушают, что вот ты самый главный, ты вообще пуп земли, и вообще все остальное не так важно, а вот ты важный. Да. И вот как раз-таки о чем вы говорили на прошлой беседе, что модель Советского Союза была, когда живешь для общества, воспитан в патриотизме, самоотдаче. Вот это вот 4-е измерение. Очень интересно. У вас так все математически в линию сейчас выстроилось. Мне понравилось. Потому что, да, вот все так выглядит, все взаимосвязано. И вот надо понимать вот эту разницу между позитивной и негативной, да, позитивно, негативно, чем они отличаются. Это вот прежде всего, да, негативное – это служить себе, а позитивное – это служить другим. То есть человек живет для других. Супер. И вот понимаете, например, если я вот вам служу, да, и человек может сказать, а как же, я сам нуждаюсь. Я вот помню, много лет назад, когда я, значит, в Германии оказался, мы там играли с одним пианистом, тоже из Киргизии. Вот он только приехал в Германию, естественно, у него еще ничего не было и так далее, и много проблем, когда человек приезжает в другую страну, работы нету, того нету, всего не хватает, и вот. И в этот момент я приехал, и мы с ним несколько концертов вместе сыграли, и он такой весь озабоченный и так далее. Я говорю, чего ты такой озабоченный? Я говорю, надо верить, что все будет хорошо, все будет прекрасно. Говорит, как же тут это самое, понимаешь, говорит, здесь, во-первых, у них какая-то ментальность, говорит, я их не пойму. Мы, говорит, вот у нас другая ментальность, я, говорит, их не понимаю, они меня не понимают. В общем, трудно, говорит, трудно здесь, вообще все очень трудно, все как-то так. Я говорю, ты знаешь, ты просто попробуй иначе сделать. Ты попробуй сам измениться. И тогда ты увидишь, что другие тоже изменятся. Он говорит, это как? Я говорю, вот я тебя слушал, у тебя все время получается, что тебе вот это надо, то, у тебя вот этого нету, того-то нету и того. Всего тебе не хватает. Я говорю, а ты подойди немножко по-другому. Начни давать, да? Да, говорю, попробуй помогать людям. Говорит, как помогать? Да ты посмотри, у них же все есть, они богаты, у них все есть. Это у меня ничего нету. А у них, чем я им могу помочь? Я говорю, много чем. Чем, говорит, у меня ничего нету. Я говорю, вот смотри, завтра придет хозяйка, да? Поскольку она придет? Говорит, она приходит где-то в час дня. И потом готовит обед. Ага. Я говорю, значит, наверняка она придет уже после магазина, значит, с покупками. Да. Я говорю, вот. Как только она приедет, ты сразу бежишь, открываешь дверь. Пока она из машины выходит, ты тут же подбегаешь и помогаешь все это заносить на кухню. Говорит, нетрудно это. Я говорю, вот, сможешь же это сделать? Да, это ж легко. Я говорю, вот, ты же помогаешь. Потом она же, говорит, будет готовить. Так помоги ей. Тут почистить что-то, там что-то сделать. Можешь?
могу, я, в принципе, умею готовить. Вот, говорю, таких малых вещей, посмотри. Ну, это же, говорит, не помощь. Я говорю, ну, увидишь. Вот прям завтра давай сделаем. На следующий день вот именно сделал, как я сказал. Говорю, и дай, и не забудь. Ты, говорю, все время какой-то мрачный ходишь. Это тоже, говорю, надо изменить. Вот, хозяйка приехала, ты должен широко улыбаться, подбежать, поздороваться, как дела, и тут же хватать сумки и нести, бодрый такой. Ладно. Вот все он так сделал. Хозяйка немножко удивленная, смотрит. Я наблюдаю. Он, значит, на кухне. Я говорю, давай, все там распаковывай, не жди. Он распаковывает, рассовывает, там то-то в холодильник, это сюда. Хозяйка не успела даже переодеться, говорит, ой, что? Он спрашивает, что будем готовить? Она говорит, ну, вообще-то вот это я думала. Все хорошо, я начинаю. В общем, пока она пошла, переоделась, руки вымыла, пришла, уже тут половина все готово. Она обалдела. Вот это да, говорит. Но мы поели, в хорошем настроении, все. Я говорю, тихо ему говорю, теперь давай убирай. Быстренько. Хватай прям. Ну, он раз, все, тоже посуду. Ну, я тоже помогаю, в общем. Быстренько все убрали. Вот. Потом хозяйка уехала вечером. И я говорю, когда ужин? Ну, говорит, обычно ужин в 7 вечера. Как раз и хозяин дома приезжает с работы, в общем, все вместе, вся семья собирается. Я говорю, вот то же самое надо повторить. Говорит, хорошо. Все то же самое на ужин повторил, все помог и так далее. Тут, там почистил, здесь, тут занес, там принес и так далее. Мы посидели, весело поужинали и так далее. Ну и потом хозяйка мне говорит, слушай, говорит, а что ты с ним сделал? Я, говорит, его не узнаю. Вот как только ты приехал, говорит, твой друг изменился. Я, говорит, его не узнаю. Вот такой он мне нравится. А вы сказали, Оказывается, я канал открыл. вот. И вот когда вот так он несколько дней пожил, при этом я еще ему сказал, хорошо было бы. Смотри, говорю, она очень много разных вещей покупает, когда едет, там пару ящиков воды, там соки и так далее, какие-то продукты. Я говорю, много всего. Говорю, может быть, стоило бы поехать с ней тоже, помочь ей. А, говорит, ладно, я, говорит, у нее спрошу, когда она поедет. Вот, говорю, спроси. Он спросил, значит, и говорит, я с вами поеду. Она говорит, ну, хорошо, давай. Вот он поехал, и тут, естественно, вот эта помощь была, очень даже вот эти ящики потаскать, да, все, она это тут же почувствовала. В общем, я говорю, везде, где можешь, помогай. Видишь, сколько ты можешь помочь? В общем, через месяц уже была такая ситуация, что в этом доме уже без него никто обойтись не мог. Потому что он все знал, где что лежит. Кто-то там кричит, слушайте, вы не видели мой ключ, я не помню, куда его положил. Он говорит, он там лежит. Поэтому уже все к нему обращались. А где вот это, а где вот это, а куда вот это? Хозяйка дома уже без него в магазин не ездила, потому что он знал все цены. Вот в этом магазине вот это надо купить, вот в этом магазине надо вот это купить, а вот это лучше вот в этом магазине. Она уже поэтому полностью доверяла ему, хорошо, он все знает, поэтому она без него уже даже не могла никаких покупок сделать. Видишь, говорю, а ты говоришь, чем ты можешь помочь? А теперь уже никто без тебя не может обходиться, ты уже вообще для них стал как член семьи. И действительно, они потом говорили, слушай, я хоть не представляю, как мы раньше жили вот без него. Это ж вот у нас жизнь совершенно изменилась. Вот как он нам помогает. И он сам заметил, что к нему-то отношение изменилось, что все вдруг его полюбили, что без него вообще не могут жить и так далее. Вот я говорю, все очень просто. Что сделали, Мурат? Что?
Вы сейчас поделились программой трансформации. Открытие 4, 5, 6 канала. Ну, в смысле, через простые, несложные, добрые действия человек трансформируется, и ему идет другая энергия навстречу. Да. Мы же так и можем делать, вот, в принципе, я, аудитория, начать вот хотя бы такой небольшой марафончик добра. Взять и так вот начинать делать прям осознанно какие-то маленькие добрые дела. Да, я всегда всем советую, говорю, начинайте с малых вещей. И при этом, прежде всего, вот с этим-то еще, с этим пианистом тоже была интересная вещь, потому что у нас там были друзья, которые были миллионеры. Ну, то есть очень богатые люди. И вот, казалось бы, а в чем они могут нуждаться? Я говорю, во многом. Говорит, ну как? Ну, что ты можешь им дать? Вот они же миллионеры, он мне говорит. Они же миллионеры, что ты им дашь? Я говорю, ну вот увидишь, давай завтра пойдем, смотри за мной, наблюдай, и ты увидишь, что я им дам. И вот на следующий день мы были в гостях как раз у этих миллионеров, и он наблюдает за мной, что я делаю. И я просто разговариваю с этим миллионером, с хозяином, и он от меня не отстает. Почему он 3 часа меня не отпускал, он везде чуть ли не за руку меня держит, все время со мной общается, я, значит, ему что-то рассказываю, его тоже расспрашиваю, он мне чего-то рассказывает. И вот это говорит, ну и что, говорит, ну ты с ним весь вечер говорил, а что ты ему дал? Общение. Я ему дал общение. Говорит, ну а что из такого? Я говорю, а это очень многое. Я ему не просто общение дал. Я ему не просто общение дал. Я говорю, дело в том, что многие очень богатые люди, им не хватает общения. В каком смысле? В том смысле, что они очень много людей встречают, но это все не то общение, в котором они нуждаются. А у них в глубине души какие-то вещи, о которых они хотят поговорить. То, что их действительно волнует в глубине души. Но ни с кем они не могут об этом поговорить. Потому что они богатые люди, к ним приходят люди с проблемами, и от них требуют помощи. А никто их не слушает, не спрашивает, а какие у тебя проблемы. Потому что он же человек богатый. А я к нему прихожу, и я его слушаю. Я у него спрашиваю, какие у тебя проблемы. Естественно, не так в лоб. Но в разговоре я его вывожу. И он сам начинает говорить о том, что его действительно волнует. И в этот момент он забывает обо всем на свете. Он, наконец, как бы увидел человека, который его выслушал. Я говорю, я просто его выслушал. И то, что я ему говорил, я просто его наводил. То есть своими вопросами как бы вот подводил к тому, чтобы он мне это сам рассказал. И он мне рассказывал. Я говорю, очень много интересного тоже о нем узнал. И я увидел, что этот человек очень глубокий, и потом он в душе одинокий. И говорю, вот ему не хватает общения. Вот ты говоришь, вот богатый человек, чему он не хватает? Я говорю, общения ему не хватает. Просто такого душевного общения ему это гораздо дороже для него, чем какие-то деньги. Поэтому я говорю, каждому человеку можно в чем-то помочь. Я говорю, на земле не существует человека, который не нуждается в какой-то помощи. Каждому можно чем-то помочь. И говорю, это не обязательно даже что-то материальное. Ты можешь добрым словом помочь. А можешь, вот как я говорю вчера, просто выслушать человека. Но чтобы выслушать, ты его сначала дай ему возможность высказаться, да, создай атмосферу, задай ему вопросы так, чтобы он открылся. Если ты будешь это делать неискренне, он никогда не раскроется перед тобой. А если ты действительно искренне хочешь выслушать, он это почувствует, и тогда он тебе расскажет свою историю.
Вот в этом заключается твоя помощь. Вот только одна поговорка приходит на ум сейчас. Никогда не знаешь, чьими устами заговорит с тобой Бог. Ну да. Вот. Ну так что, возвращаясь к нашему разговору, вот инопланетяне нас не похищают, я думаю, потому что люди не задумываются об этом. Если бы они могли слышать, как они звучат и как звучит их окружающее, вот они бы действительно услышали бы эту какофонию. Вот. И поэтому я вот уже несколько раз тоже в разных беседах говорил о том, что в настоящий момент самое главное для человека – это сбалансировать свои внутренние каналы. А так как мы не видим энергетических каналов, мы можем их только почувствовать. Через чувства мы можем понять наше ощущение, наше состояние и насколько сбалансированы. Вот. Когда человек уравновешен, когда он чувствует, что вот он внутренне живет в гармонии сам с собой. Вот это говорит о том, что он сбалансирован. И каждый человек это время от времени ощущает. Вот он, бывают такие моменты, когда человек сидит и вот вдруг чувствует, ну, все хорошо, все нормально, да? Вот, да, в этот момент он чувствует, вот он сбалансирован. И каждый человек это ощущает. Просто редко ощущает. И важно, чтобы это не было раз в полгода или там раз в месяц, что человек случайно так чувствует. А нужно стремиться к тому, чтобы так было всегда, что человек все время сбалансирован. То есть вот этот момент, когда вы чувствуете себя сбалансированным, запомните это ощущение, как вы себя чувствуете. И постарайтесь оставаться всегда таким. Естественно, когда вы с кем-то разговариваете, это трудно. Но надо об этом думать и вспоминать, помнить об этом. И мне на ум приходит такой Ванька-встанька. Знаете, такая игрушка. Неваляшка. Да, ее положишь, она все равно опять встанет, да? Так вот, как Ванька-встанька, вот это состояние сбалансированности, оно у вас должно быть постоянно. И вот вы кого-то встретили, вас то в ту сторону повело, но вы тут же опять раз сюда. Вам опять этот что-то рассказал, что такое вас в другую сторону. Но все равно вы опять должны так. Вот в этом заключается сбалансированность, что вы все время помните об этом. И да, человек эмоциональный, у него бывает тоже настроение, то такое, то такое. Это нормально. То есть я не призываю все время находиться в одном настроении. Да? Не, надо поддаваться, или вы слушаете красивую музыку, надо поддаваться эмоциям, вы смотрите какой-то фильм, который вызывает в вас эмоции, да, в этом ничего плохого нету, надо поддаваться, да, надо испытывать эти эмоции. Но важно опять возвращаться. Вот испытали какие-то эмоции, и потом опять, как Ванька в санке, опять на свое место встали. Но чтобы не возвратиться в свое нормальное ресурсное состояние, надо, чтобы был очень сильный шок, мне кажется. Просто человек об этом не думает. Вот в чем дело. И я вот говорю о том, что человек должен сознательно к этому подойти, найти в себе сначала вот это состояние гармонии, и потом постоянно в нем пребывать. То есть постоянно вот именно что это такое? Это вот как Ванька-встанька.
время от времени вот так его качает, но он все время приходит в то же самое состояние сбалансированности. Да, вот так все время он качается, но все время он будет вот. А не так, что человек об этом не думает. И вот иногда человека там влево заносит, и вправо, и он оттуда не возвращается, да? Мгм. А потом иногда возвращается, а не знает, куда возвратиться. Да, вот вроде, например, радость прошла или гнев прошел, и что? А куда возвращаться-то он? Об этом не думает. В нормальное состояние. А что такое нормальное состояние? Нормальное состояние – это нормальное ресурсное состояние, в котором ты счастлив. Ну, это для вас так. А вы Но спросите своего соседа, что для него нормальное состояние. Он наверняка вам что-то другое ответит. да? Ну да. Потому что я часто спрашиваю людей. Да? Да, и я знаю. Что для тебя нормальное состояние? Да, я, когда с человеком общаюсь, вот я всегда стараюсь выслушать человека. И поэтому я очень много знаю о других людях. Люди мне рассказывают, что я искренне всегда интересуюсь человеком, они это чувствуют и рассказывают мне искренне. Да, вы, между прочим, располагаете к тому, чтобы вам рассказывали о Ну, себе. потому что я искренний человек, я никогда, то есть для меня нету такая игра чувств и так далее, да. Я отношусь к каждому человеку искренне и серьезно. У вас нету вот обычных таких эмоций, как игра чувств? Как нет? Нету. В смысле, вот чисто эмоциональной вот на человека реакции? Игра, что-то, это игра, это что-то искусственное, да, такого нету. Вот есть А, искренность, имеете в виду на да, игры? да, есть искренность, да. Вот я искренне реагирую, и я показываю тоже чувства искренне. Я никогда там, если мне не смешно, я не буду смеяться, да, и наоборот. Ну, это хорошо, в принципе, нормально. Да. Вот поэтому я очень много слушаю разных людей, и люди мне рассказывают тоже свои истории. Ну и в основном для многих они не задумываются, да, что такое нормальное состояние. А когда вот спрашиваешь, они вот впервые видно, что задумываются. Ага, что такое для меня нормальное состояние? Не знаю. Вот первый такой ответ – не знаю. Ну да. Вот люди, я говорю так, на самом деле не задумываются, что такое нормальное состояние. А нормальное состояние – это вот для каждого человека нормальное состояние должно быть сбалансированность, то есть внутренняя гармония, внутреннее согласие. Вот он должен вот это в себе сначала зафиксировать, осознать, и потом уже постоянно быть в этом. То есть основное, да, состояние – это вот это. Это вот, как я сказал, 8-й канал энергетический, он постоянный. Да? Вот это состояние сбалансированности, оно должно основываться на этом 8-м канале постоянно. При этом все остальное может качаться. Остальные энергетические каналы, да, в зависимости от настроения, от эмоций, они качаются. Но основной стержень, да, он все время остается. Вот это и есть сбалансированность. И вот это надо к этому осознанно относиться. И вот это прямой путь в 4-е измерение. Интересно. Вот. Если есть вопросы, то пожалуйста. В принципе, все очень ясно. Я Я очень рад. из беседы математическая схема такая выложилась классная. Мне понравилось. Ну, я очень рад, что вам все понятно. Я надеюсь,
слушателям тоже все понятно. А если что-то непонятно, пишите в комментариях. Я с удовольствием буду отвечать. Мы прощаемся уже, что ли? Ну, если нет вопросов, я, в принципе, все. Ну, в принципе, вопросов нет. Спасибо огромное. Спасибо нашим слушателям. Вот, я тоже вам благодарю, Айсулу. Вы тоже прекрасный собеседник. С вами приятно общаться. Спасибо. Вот, вам желаю всего наилучшего. И всем слушателям тоже желаю спокойствия. И вот подумайте о сбалансированности. Мгм. Вот, и вот эта сбалансированность, она даст тоже такую внутреннюю самодостаточность такую. Ну, человек будет, не будет, как вот Иисус тоже сказал, не ищите Бога где-то там, да, ищите в себе. То есть каждый человек должен знать, что все в нем находится, что все в нем есть. Надо делиться. Да. А чем больше человек будет отдавать, тем больше он будет получать. Я просто вспомнила один такой момент из жизни, когда у меня была очень эмоциональная ситуация, и я ее рассказывала подруге. А подруга у меня тоже, прокачанная, умная. Вот, и я ей рассказываю такая на эмоциях, вот так, вот так, вот так, вот так. И она такая, а как бы на твоем месте поступил бы Бог, говорит. Я с высоты своего роста упала. Это было так неожиданно. Ясно, что так, как я бы, он явно не поступил. Я говорю, слушай, вот этого я вообще не ожидала. Она говорит, подумай. Да, хороший вопрос, хороший вопрос. Вы знаете, я вот до сих пор помню мой шок, когда я на эмоциях, и вот этот вопрос совсем альтернативный, такой, такая. Супер. Да, вот именно надо так к себе и подходить. И И вот с поэтому, этого момента да, я и и вот это именно и имел в виду тоже Иисус. Ищите Бога не там где-то, а в себе. Мгм. Спасибо большое. Вот, и вам спасибо. Всем Всем мира и добра. до Счастливо.